Здравствуйте, друзья! Сегодня 29 июля. Предлагаем вашему вниманию подборку главных событий, произошедших к этому часу. США допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Дуглас Макгрегор Straight Calls. США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 90-х годах. США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет, заявил эксперт. По мнению Макгрегора, Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство. Все эти ошибки, по мнению аналитика, привели к началу еще одного крестового похода США против очередной отсталой страны, какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию. Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперед и сказать: «Мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше», – посетовал эксперт. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт. В районе взрыва ракеты в центре Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое постановление подписал мэр Андрей Фатеев. Документ опубликован на сайте Таганрогской администрации. Режим будет действовать с 18 часов ровно 28 июля до особого распоряжения. С 7 утра 29 июля начнется обследование домов, представители администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры, после чего материалы будут отрабатываться совместно со Следственным комитетом. Ракета упала в центре Таганрога около 16 часов ровно 28 июля. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея. Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома, рассказал ростовский губернатор Василий Голубев. На снятых очевидцами видео было видно, что кирпичное здание оказалось разрушено, а несколько стоящих машин были завалены кирпичами. В соседних зданиях выбиты стекла. Никто не погиб, пострадали 16 человек. Госпитализированы 10 человек, еще 6 оказали амбулаторную помощь. Как отметил СК, атаку совершили с применением ракеты неустановленного типа. Минобороны России назвало произошедшее терактом, осуществленным Киевом. Ведомство утверждало, что была выпущена переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, добавили в министерстве. Позже Минобороны сообщила, что была совершена повторная попытка атаки. Российские средства ПВО вновь перехватили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200, но уже в районе города Азова Ростовской области. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, заявили в Минобороны. США не поощряют Киев наносить удары по международно признанной территории России. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», сказал Кирби в ответ на вопрос об ударах по Таганрогу. Также он попросил переадресовать вопрос о причастности ВСУ к атаке украинской стороне.